Это, значит, опрос москвичей, дополнительный 600 человек, репрезентативный опрос по Москве. Вы видите, значит, треть российского населения слышит впервые от интервьюера 17-18 декабря о митинге на Болотной площади, который происходил 10 декабря. При том, что в Москве, естественно, 6%. Это все рядышком. Россия огромная страна, и далеко не все, что кажется очевидным в Москве, является не только очевидным, но и просто известным в России. Но, тем не менее, информированность очень высокая по России в целом. 36% знают и 29% что-то слышали. А на этом митинге впервые прозвучало недоверие к результатам выборов и требование к пересмотру результатов. Вот смотрите, поддерживаю по Москве это требование о пересмотре результатов выборов 40%, по России 26%, не поддерживаю 33%, остальные затрудняются, а по Москве не поддерживаю 50%. То есть информированность об этом приводит не только к тому, что люди об этом знают, но еще и к поляризации точек зрения. В Москве 40/50 поддерживаю, не поддерживаю, в России 26/33. Остальные, в принципе, по этому поводу ничего не могут сказать. Опросы общественного мнения, они основаны на базовой аксиоме. Аксиома состоит в том, что каждый человек имеет свое мнение. И при том, что кажется это очевидным, это далеко не тривиальное утверждение. В принципе, сама идея проводить опросы, она возникла в той части, значит, земного шара, где собрались самодостаточные личности, и они все время подчеркивали, что я сам по себе, где собрались индивидуалисты. То есть в Америке конца 18-го, начала 19 века. Вот первые опросы реально проводились в начале 19 века в Штатах. Причем эти опросы проводились без понимания выборок, без понимания репрезентативности. Но тем не менее, когда, значит, в любом местечке люди собирались и выбирали себе судью, шерифа и мэра, это уже был первый опрос. И дальше они галдели, что делать этому мэру и как вести себя шерифу, что они от них хотят. При этом подчеркивалось, что это личности, носители мнений, у каждого свое, индивидуалисты. С тех пор западная цивилизация, европейская цивилизация и российская тоже, культура, примыкающая к европейской, шли по этому пути. Но, конечно же, уровень индивидуализма в России очень сильно отличается и по качеству, и по выраженности. Все-таки, значит, этика православия, она состоит не в том, чтобы иметь свое мнение, а в том, чтобы, так сказать, не иметь гордыни, да? Иметь свое мнение, это можно интерпретировать как грех. Тем не менее, значит, россияне имеют свое мнение, но в разной степени. Есть теория о том, что в зоне крепостного права, значит, выраженность мнений гораздо меньше. Это некая генетика. А что касается Северного Кавказа, то там просто другая культура. И, значит, когда мы проводим опросы, а мы проводим опросы и там тоже, вот не эти еженедельные, а другие, мы понимаем, что когда мы хотим выяснить, будет ли молодая образованная женщина голосовать на выборах, то она при ответе обязательно будет, отвечает в присутствии брата, отца и желательно еще и деда. И когда ее спрашивает интервьюер, а вы будете участвовать в выборах, она оглядывается, и когда тебе кивает вот так, то она тоже так кивает. И это некая специфика культурная, невозможно от этого уйти. Значит, поэтому мы в значительной степени не проводим в ходе общероссийских исследований на территории, где есть эта специфика явно выраженная, а делаем отдельные специальные работы. Так вот, отличие, конечно, очень существенное. И в том числе голосование на выборах происходит, конечно же,
с точки зрения западной культуры по сговору между родственниками, между членами клана, между соседями, между друзьями. Вот. И поэтому так сильно отличаются результаты. Это объективный факт. Это не вопрос фальсификации. Это вопрос другого механизма, который движет людьми в день выборов. Вот. Что касается Ставрополья и Краснодарского края, то там никакой особой специфики нет. Как и везде, значит, люди голосуют на выборах, во-первых, ожидая от начальства чего-то хорошего или протестуя против того, что начальство допускает что-то плохое. А ситуация везде разная, поэтому очень разные результаты по разным регионам. Но в данном случае я рассказываю в целом о стране. Это, еще раз, как средняя температура по больнице, которая показывает, прежде всего, не состояние страны, а отличие этого состояния от вчерашнего дня и с позавчерашнего. Поэтому так важна динамика, многолетние эти самые ряды динамические.